Представьте ситуацию. Крупнейший автопроизводитель страны входит в год с худшими результатами за десятилетия. Машины стоят на складах, дилеры не успевают их распродавать, а поток покупателей резко редеет. Начало года оказывается настолько слабым, что его сравнивают не просто с плохими месяцами, а с самыми тяжелыми периодами последних 20 лет. И в этот момент компания делает шаги, которые на первый взгляд выглядят нелогично. Сокращает скидки, поднимает цены и ставит производство на паузу. Но если внимательно разобрать происходящее, становится понятно. Это не хаос, а попытка выжить в новой реальности. Начать стоит с главного. Спрос действительно просел и просел резко. Падение на десятки процентов – это не обычное колебание, которое можно переждать. Это сигнал, что правила игры изменились. Люди перестали покупать не потому, что им вдруг разонравились машины, а потому что сама покупка стала сложнее и дороже. Первое, что бьет по рынку – стоимость денег. Автокредит, который раньше был привычным инструментом, теперь для многих становится слишком тяжелым обязательством. Когда ежемесячный платеж сравним с серьезной частью дохода, желание обновить машину быстро сменяется осторожностью. Люди начинают откладывать решения, искать альтернативы или вообще отказываться от покупки. Второй фактор – общая нагрузка на кошелек. Топливо, обслуживание, страховка, запчасти – все это дорожает. Машины перестают быть просто средством передвижения. Она становится дорогим активом, который нужно содержать. И в условиях неопределенности люди начинают считать каждый шаг. Но есть еще один момент, который кардинально изменил рынок. Конкуренция больше не выглядит так, как раньше. Если раньше давление шло от более дорогих брендов, то сейчас оно пришло изнутри сегмента. Китайские производители за последние годы сделали огромный скачок. Они предлагают современный дизайн, богатые комплектации и при этом держатся плюс-минус в тех же ценовых рамках. И самое главное, к ним начали привыкать. Скепсис уходит, а вместе с ним уходит и прежняя лояльность к привычным маркам. В результате покупатель оказывается перед выбором, которого раньше просто не было. И этот выбор часто оказывается не в пользу традиционного игрока. На этом фоне решение убрать кредитные скидки выглядит странно только на первый взгляд. На практике эти скидки перестали выполнять свою функцию. Когда процент по кредиту высокий, небольшая компенсация не меняет общей картины. Покупатель все равно видит итоговую переплату и отказывается от сделки. А производитель при этом теряет деньги, пытаясь стимулировать то, что уже не стимулируется. Есть и более тонкий расчет. Убирая одну форму скидок, можно перенаправить покупателя в другие механики, например, в трейд-ин и государственные программы. Это уже совсем другая экономика сделки. В трейд-ине дилер получает дополнительный заработок за счет перепродажи старого автомобиля. В госпрограммах часть нагрузки берет на себя бюджет. В итоге компания снижает свои прямые расходы, не теряя полностью инструментов привлечения клиентов. И здесь начинается интересная математика. Формально скидок стало меньше, но если правильно комбинировать доступные программы, итоговая выгода может оказаться ощутимой. Особенно для тех, кто подходит под условия господдержки. Сдача старого автомобиля плюс субсидия и сумма экономии уже выглядит серьезно. Но есть важный нюанс, который часто упускают. Трейд-ин – это удобно, а не максимальная выгода. Машину в салоне оценивают ниже рынка. Иногда разница может быть очень заметной. И если не сравнивать варианты, можно получить иллюзию скидки, которая на деле частично компенсируется потерями при сдаче автомобиля. Поэтому здесь важно считать не на глаз, а с конкретными цифрами. Теперь к самому обсуждаемому решению – остановке производства. 3 недели выпуска машин в период, когда продажи падают. Официальные объяснения – модернизация, нехватка компонентов, подготовка к новым моделям. Все это звучит логично, но не дает полного ответа. Если посмотреть на ситуацию шире, становится понятно.
Проблема не только в комплектующих. Главная проблема – избыток готовой продукции. Когда склады переполнены, каждое новое авто – это замороженные деньги. Производство в таких условиях не приносит пользы, а только увеличивает давление на систему. Поэтому пауза в работе конвейера – это способ сбалансировать ситуацию, снизить поток новых машин, дать рынку переварить уже выпущенные, сократить расходы. Да, это выглядит как шаг назад, но иногда это единственный способ не сделать еще хуже. При этом важно понимать масштаб последствий. Остановка – это не просто тишина на заводе. Это тысячи людей, это поставщики, это вся цепочка, завязанная на производство. Любая пауза отражается на всей системе. И если такие решения становятся регулярными, это меняет восприятие стабильности. Если собрать все элементы вместе, становится видно, что компания фактически делает ставку на паузу. Не пытаться любой ценой удержать объемы, а переждать сложный период, сократить издержки и подготовиться к следующему этапу. Главная надежда на обновление модельного ряда, на новые автомобили, которые смогут конкурировать на равных, потому что без этого возвращать позиции будет крайне сложно. Но здесь есть серьезный риск. Пока один игрок берет паузу, другие продолжают двигаться вперед. Конкуренты не останавливаются. Они расширяют линейку, улучшают качество, усиливают маркетинг, и за время этой паузы разрыв может только увеличиться. Есть и еще один уровень проблемы – восприятие бренда. Для части аудитории он давно перестал быть желаемым выбором. Это скорее компромисс, чем мечта. И изменить это гораздо сложнее, чем просто обновить модель или пересчитать цену. В итоге мы видим сложную и неоднозначную картину. С одной стороны, логичные шаги по сокращению потерь и попытка выстроить новую стратегию. С другой – риски, связанные с потерей доли рынка и усилением конкурентов. И здесь возникает вопрос, который выходит за рамки одной компании. Что важнее для покупателя сегодня? Сам факт наличия собственного производителя или конкретное соотношение цены, качества и возможностей? Чтобы вы понимали, что сейчас происходит на авторынке, без цензуры, с инсайдами и реальными ценами, о которых дилеры не говорят вслух, заходите в мой телеграм, ссылка в описании. Если на рынке появляется альтернатива, которая предлагает больше за те же деньги, выбор становится очевидным. И тогда уже не так важно, кто именно произвел автомобиль, важен результат. Но если смотреть глубже, ситуация не такая простая. Потому что за одним заводом стоит целая индустрия, тысячи рабочих мест, технологий, компетенции. И вопрос о будущем – это не только вопрос выбора конкретной машины, а вопрос направления развития всей отрасли. Поэтому сейчас мы наблюдаем не просто спад продаж. Это момент, когда рынок перестраивается, когда старые подходы перестают работать, а новые еще только формируются. И в этой точке каждый участник делает свой выбор. Производитель между объемами и устойчивостью, покупатель между привычкой и выгодой, рынок между прошлым и будущим. Какой из этих выборов окажется правильным, станет понятно чуть позже. Но уже сейчас ясно одно – простых решений в этой ситуации нет. И любые шаги будут иметь последствия. Напишите, как вы сами это видите. Стоит ли сейчас ждать, рассчитывая на изменения, или лучше принимать решения, исходя из того, что есть на рынке прямо сейчас? Потому что именно из таких личных решений в итоге и складывается вся картина. Ну и шутка на прощание. Жена. Вчера с меня 20 мужиков прям глаз не сводила. Да ну, а что ты делала? Парковалась. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах. Подписывайтесь, ссылки в описании.